Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня снова рубрика «Красота из мусорного ведра», то есть идеи декора из бросовых материалов, и снова декор стен, как я и обещала в одном из своих прошлых видео. Кстати, если вы не видели мое предыдущее видео из этой серии, там я делаю интерьерную букву в стиле Industrial, то обязательно посмотрите, я оставлю на него ссылочку здесь и внизу инфобоксе под видео. Поскольку не за горами лето, мечтается о море, о солнце, о теплых странах, если, как и я, вы хотите поскорее отпуск, то эта переделка определенно для вас, потому что она будет тропическая. И никто никогда в жизни не догадается, что сделана она из обычных коробок из-под сухих завтраков. Заинтригованы? Сейчас все покажу. Смотрим. Как я уже сказала, нашу сегодняшнюю самоделку мы будем делать из коробок от сухих завтраков. Это будет лист тропического растения монстера. На него у меня ушло 2 коробки, а третья пригодилась, потому что я неправильно вырезала одну деталь, пришлось выкраивать заново. Выкройку я моделировала сама из плоской картинки, и второй раз вырезать поленилась, поэтому у меня детальки такие некрасивые. Для вас я, как обычно, оставила ссылочку на шаблон внизу под видео. Не забудьте при раскрое пронумеровать каждую деталь, а то потом точно запутаетесь. Всего у меня 20 деталей, по 10 с каждой стороны листа. Чтобы было легко ориентироваться, я пронумеровала каждую сторону отдельно. 1-1, 1-2 и так далее, а на второй стороне, соответственно, 2-1, 2-2, 2-3. В общем, вы поняли, да? Наверное, самая муторная часть – все это дело вырезать. Мелкие дырочки в листьях удобнее вырезать маникюрными ножницами, будет аккуратнее. Старайтесь не помять заготовки, это потом будет видно на готовом листе. Когда все детали вырезаны, пришло время их, разумеется, склеить. Клеим на клей ПВА небольшими кусочками обычной бумаги. Так как лист не плоский, со склейкой придется повозиться. Сначала склейте те места, где детали соприкасаются. Обращайте внимание, чтобы края вдоль центральной жилки были на одном уровне. Как все подсохнет и схватится, беремся за второй ряд проклейки. Совмещаем детали и проклеиваем уже у самой центральной жилки. Чтобы детали совпали, лист придется уже выгибать. Выгибайте внутрь, чтобы у вас получились как бы лодочки. После высыхания время третьего ряда. Теперь соединяем детали ближе к краям, выгибая лист еще больше. Когда все детали склеены, нам нужно сформировать лист. Склеенные прожилки у нас вогнутые, а остальную часть между прожилками нужно аккуратно выгнуть наружу, чтобы получился плавный полукруглый изгиб от одной жилки до другой. Удобнее всего это делать, пока лист еще не вполне просох, тогда картон более пластичный. Наша задача сделать так, чтобы центральная жилка стала более-менее прямой. После формования промазываем наш лист с изнанки клеем ПВА и оставляем просохнуть. Высохшие половинки, наконец, соединяем друг с другом также на бумажке и на клей ПВА. После этого еще немного формуем наш лист, придавая ему окончательную форму. Теперь с лицевой стороны аккуратно рисуем клеевым пистолетом прожилки. Старайтесь, чтобы под клеем полностью скрылся стык картона, а линия клея была ровной и аккуратной. По моим наблюдениям, проще рисовать только разогревшимся пистолетом, когда клей еще не сильно горячий. После этого промазываем весь лист ПВА еще раз, теперь с лица. Поскольку коробочный картон очень тонкий и мягкий, наш лист не набрал необходимой жесткости. Дополнительно проклеиваем его с изнанки кусочками бумаги и снова промазываем ПВА. Да, ПВА у вас на него уйдет много. Кстати, забыла сказать, не используйте для таких поделок канцелярский ПВА, который продается в книжных, детском мире, киосках.
Купите килограммовую банку строительного ПВА. Мало того, что он гораздо дешевле, так еще и намного более густой и лучше клеит, и изделие с ним намного прочнее. Несмотря на все манипуляции, жесткость листа мне все равно не нравится. Я решила сделать дополнительный каркас. Для этого я взяла тонкие деревянные палочки, ими кофе мешают, кажется, и приклеила вдоль каждой жилки, а затем сверху заклеила кусочками бумаги. И догадаетесь, что? Правильно, промазала еще одним слоем ПВА. Отличный слоеный пирог получился, и главное, крепкий. После высыхания наш лист можно красить. Но сначала для лучшего металлического эффекта я покрыла его 2 слоями глянцевого лака. Все, можно красить. Начало покраски я, к сожалению, не засняла, забыла нажать на запись. Но думаю, все понятно и так. Наш лист готов. Сегодня я показала вам, как сделать гигантский тропический лист из коробок из-под сухих завтраков. Если вам понравилось это видео, то лучший способ поддержать мой канал — это подписаться на него. Вот здесь вот будет ссылочка на подписку. Ну а на сегодня это все. Всем пока! Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life.